Меня зовут Али. По национальности я помирец или бадахшанец. Это находится на территории Таджикистана. Мгм. Из какого ты города? Я в основном из Кишлака, но у нас город там Харуг называется. Сам я из Кишлака, Ламд, Рушанский район. В России я уже 2 года здесь я учусь в Пермском университете. А почему именно Пермь? Я как-то случайно тут попал. Выбрал много, разные места в России, но в основном попал сюда, в Перми. Так-то у меня представление о Перми мало было. Когда сюда приехал, в августе это было, помню. Очень интересно и очень красиво было. Потому что у меня, первый раз я видел большие леса, там зеленые везде, город стоит посредине леса. Это что-то новое было. Моя страна, Таджикистан, она многим чем славится. В основном Таджикистан славится своими горами, там, своим народом, своим культурой. Еще там большинство выращивается хлопок. Со времен Советского Союза хлопком Таджикистан славился. Там больше всего развита сельская культура. Мгм. Я думаю, что сельская культура больше всего развита, и этим она славится. Естественно, любимое место народное это мой Кишлак, в котором я вырос. У меня там друзья, семья, все там самое любимое место. В именно Кишлаке у меня самое любимое место, это, наверное, это горы, около скалы, когда мы поднимаемся на скалу, и там видно весь Кишлак сверху, самое красивое место и самое любимое. В Перми, когда я пришел, у меня вообще представления не было о городе. Первый раз, когда я на набережную пришел, место, особенно летом, там очень красиво и очень прохладно. Самое любимое место, по-моему, это набережная в Перми. У нас в Таджикистане музыка, она очень развита. Там много видов музыки традиционных. Одна из них это является фалак, которая развита по всей Таджикистане. Она как бы в разных регионах по-разному люди поют фалак. Она очень древняя. И как я знаю, она славится даже в ЮНЕСКО и славится как по защите ЮНЕСКо сейчас. Там в основном используются национальные музыкальные инструменты. Тамбур, даф, там еще рабоб используется, сетор, все такие инструменты. Традиция памирцев. У нас Памир имеет древнюю традицию. Про все это рассказать очень долго. Коротко я расскажу. У нашего народа традиция это национальная одежда, тюбетейка в основном. Она показывает нашу культуру и все это. У нас традиция особенно это наши дома, которые они строились очень интересно, и их надо посмотреть. Это тоже одна наша традиция. У нас дома отличаются совсем. В России я знаю, как строить избушку из дерева. У нас вообще другой. Дом строится из камня, внутри дома интерьер вообще другой. Там дом состоит из 4 колумб, которые держат дом внутри. И у дома очень длинная история. Там дом в основном внутри состоит из дерева. В этом дереве узоры есть и такие места, которые называются бешководж. Когда заходишь в дом, прямо находится бешководж. С левой и с правой стороны находятся так по-русски кладовки. Мгм. Еще дом внутри заходишь, и прямо посредине дома сверху дом тоже построен как узор, квадратный узор, который
Имеет это 4 стихи. Стихи? Стихи, да. Какое твое любимое национальное блюдо? Сложный вопрос. Я не знаю, ну, пусть будет чирчай, который мы на Памире чирчай это как национальное блюдо по утрам наш народ его пьет перед тем, как уйти на работу там, заниматься делами. А это что такое? Расскажи. Это варится вода, добавляется там чай сухой, потом варится где-то 15 минут, потом добавляется молоко, потом еще можно добавлять туда греческий орех и соль добавляешь, и все где-то 5-6 минут будет готов. И его можно есть с маслом, со сметаной и с лепешками. В Перми я сейчас студент, являюсь студентом аграрно-технологического университета. В основном учусь, есть свободное время, работаю с друзьями, там где-то гуляем по Перми или вообще занимаюсь спортом. Каким спортом? В данный момент я занимаюсь волейболом. А какие у тебя есть цели на ближайшее время? На ближайшее время у меня, ну, в основном закрыть семестр нормально. Студенты самое главное, по-моему. После того, как закрыть семестр, начну работать, зарабатывать денег, отложить на будущее немножко. У меня с детства большая мечта стать архитектором и путешествовать по миру. Самая большая мечта, по-моему, это путешествовать по миру у меня. У нас в Таджикистане очень много праздников на Памире, и они очень разные, друг от друга отличаются. В некоторых регионах празднуют другие праздники, в некоторых вообще другие. Но понять это очень сложно. У нас там в основном отмечается Навруз, праздник. Ну, перед Наврузом есть еще один праздник, когда Килогоз называется на наш. Это что? Это, короче, такой праздник. Перед Наврузом его отмечают, типа, пришло лето, да, пришло тепло, и люди собираются в один дом, там празднуют. И ребята маленькие на крышу поднимаются, там спускают с веревкой это мешочек, короче, и с мешочком говорят, слова говорят, и им сладости тут кладут, и они обратно. Ну, это древняя традиция у нас. Здорово. В семье у меня, я рос в этом, у меня семья, все там учителя, у нас особые правила, я не знаю, как бы учиться хорошо. Там всегда старших надо слушаться, всегда везде слушаться старших. Там, если какие-то проблемы, всегда спрашивать впервые у старших, как решить эту проблему. У нас, всегда так. У нас на Памире, короче, традиция свадьбы, она как между памирцами и памиркой, короче, всегда так. Бывают разные ситуации. Как свадьба тоже отличается там вообще. У нас на Памире по-другому свадьбу отмечают. Расскажи, как? Традиция другая, у других районов вообще другая. Особенность у нас во время свадьбы жених и невеста одеваются в национальной форме, памирской национальной форме. И когда женятся, перед тем, как записаться в ЗАГС, после этого такое традиционное событие нико называется. Его делают нико. После этого свадьба отмечается по-другому. Там есть особенная традиция, как невеста приходит в дом жениха. Там меняется форма невесты во время свадьбы. Национальной форме. Костюм, да. Меняется форма у невесты. Там перед тем, как начинается свадьба, жениха одевают его друзья. Еще во время, когда свадьба идет с женихом, когда его друг или близкий, он, короче, с ним всегда ходит и смотрит, чтобы у него тюбетейку не украли.
какие традиции интересные. Важно ли сохранять вот эти вот традиции, вот эти вот ценности при переезде сюда? Я думаю, да, очень важно сохранить свои традиции, потому что это очень важно, особенно для меня. Я рос, я знаю свой народ, уважаю, и я буду ценить традиции, всегда буду сохранять их. Почему ты решил участвовать в проекте «Этнопермь»? Э, Ведь, например, потому что это интересно, люди, знакомства, традиции новые узнать. Ну, это поможет тебе в будущем. Ты, когда знаешь много, про народов там, про традиции, я в основном хочу путешествовать, для меня будет это здорово.